Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о медузах. Что мы знаем о них? Приехал на море, солнышко греет, а прохладная вода так и манит. Разбежался, занырнул, вынырнул и весь в медузках, скользких, холодных, неприятных. Что делать? Бежишь обратно, и тут уже не до моря. Главное, чтобы не покусали. Отдых испорчен. Эти необычные морские обитатели никого не оставляют равнодушным, вызывая разнообразные эмоции от отвращения и страха до восхищения и восторга. А кто-то наоборот пристально наблюдает за их неторопливым колыханием в воде, особенно за большими, как будто инопланетными созданиями, и постоянно задаешься вопросом, откуда они и как появились такие необычные, прозрачные, да и вообще куда плывут и о чем они думают, что едят и есть ли от них польза. Завораживают. Это же так интересно. Вот поэтому здесь и сейчас мы поговорим о них поподробнее. Поехали! Медуза – это беспозвоночное животное, принадлежащее к типу кишечно-полостные. Медузы – старейшие животные на планете. Их история насчитывает не менее 600 миллионов лет. Они появились на свете задолго до динозавров, рыб, птиц и, конечно же, человека. В природе насчитывается свыше 200 видов медуз. Но даже в настоящее время ежегодно фиксируется появление новых, ранее незнакомых видов. Это близкие родственники морских анимонов и кораллов, не имеющие костной основы. Они идеально созданы для того, чтобы жить в воде. Медузы могут быть как очень большими, так и очень маленькими. Описаны как гигантские виды с диаметром купола более 2 метров, так и крошечные с куполом размером со спичечную головку. Несмотря на уязвимость и обманчивую примитивность, медузы спокойно существуют в сложных условиях океана. Существуют виды, которые обитают на глубине до 10 километров, но большая часть медуз обитает на небольшой глубине. Даже с появлением новых видов ученые как могли классифицировали медуз на 3 класса: гидромедузы, сцифомедузы и кубомедузы. Гидромедузы самые простые в своем строении и встречаются повсеместно, от океанов до пресноводных озер. Сцифомедузы обладают более сложной организацией. Их колонии или отдельно плавающие особи встречаются в морской воде. Кубомедузы живут в теплых морях, часто встречаются на мелководьях. Их легко отличить по кубической форме колокола и выраженным щупальцам. Их уникальность также заключается в наличии сложно устроенных глаз, которые могут воспринимать изображение. Это позволяет им активно охотиться на добычу, а не просто дрейфовать, как многие другие. Кубомедузы, известные также как морские осы, известны своими чрезвычайно ядовитыми клетками и часто ассоциируются с австралийскими водами, где обитает одна из самых ядовитых их представителей – ируканджи. Маленькие, как говорят, но удаленькие. Размеры этих медуз действительно малы. Шапочка зонтика может быть всего лишь в пару сантиметров в диаметре, что делает их практически невидимыми в воде. Эти медузы известны своим смертельным ядом, способным вызывать сильнейшее отравление, известное как синдром ируканджи, а иногда неудачный контакт с этой медузой для человека может оказаться фатальным. Но водится она на севере Австралии. А как насчет картины в целом? В общем, вот так посмотришь на медузу. Медуза и медуза. Бесформенное примитивное существо. Кусок прозрачного желе. Оказывается, еще и ужалить может. Но это если примитивно мыслить. Ведь примитивность – это отсутствие попытки дойти до более сложного. Но мы с вами не такие. Мы с вами скажем, что она простая. И не просто так. Простота – это путь от простого к сложному и осмысленное возвращение от сложного к простому. И скорее всего медуза этот путь прошла, ведь время для этого у нее было. Медузы довольно простые существа по сравнению с человеком. В их теле нет кровеносных сосудов, сердца, легких и большинства других органов. Но это только на первый взгляд. Давайте поговорим о том, что умные люди смогли рассмотреть в прозрачном теле медузы. И скорее всего, если оно прозрачное, это давалось им непросто. Медузы имеют уникальное строение. Клетки тканей медузы выполняют различные функции.
Медузы состоят всего лишь из 3 видов тканей: эктодермы – наружный слой, энтодермы – внутренний слой и соединительная бесцветная клейкая ткань мозголея. Тело медузы состоит из желеобразного колокола, щупалец и ротовой полости. Ротовое отверстие служит медузе как для употребления пищи, так и для удаления ее остатков. Остатки пищи, не переваренные до конца, выводятся через то же отверстие. Медузам не нужна дыхательная система. Медуза дышит всем телом. Она способна поглощать кислород и выделять углекислый газ. И большую часть тела медузы составляет зонтик. И на его краях тоже часто растут щупальца. Зонтик может сокращаться. Когда медуза сокращает зонтик, из-под него выбрасывается вода. Возникает отдача, толкающая медузу в противоположную сторону. Часто такое движение называется реактивным. Хотя это и не совсем точно, но принцип движения похожий. Зонтик медузы состоит из студенистого упругого вещества. В нем много воды, но есть и прочные волокна из особых белков. Верхняя и нижняя поверхность зонтика покрыта клетками. Они образуют покровы медузы, ее кожу. Но от клеток нашей кожи они отличаются. Во-первых, они расположены только в один слой. У нас несколько десятков слоев клеток наружного слоя кожи. Во-вторых, все они живые. У нас на поверхности кожи клетки мертвые. В-третьих, у покровных клеток медуз обычно есть мускульные отростки, поэтому их называют кожно-мускульными. Особенно хорошо эти отростки развиты у клеток на нижней поверхности зонтика. Мышечные отростки тянутся вдоль краев зонтика и образуют кольцевые мышцы медузы. У некоторых медуз есть и радиальные мышцы, расположенные как спицы в зонтике. При сокращении кольцевых мышц зонтик сжимается и из-под него выбрасывается вода. Часто пишут, что настоящих мышц у медуз нет, но оказалось, что это не так. У многих медуз под слоем кожно-мускульных клеток нижней стороны зонтика есть и второй слой – настоящие мышечные клетки. Например, у человека есть 2 основных типа мышц – гладкие и поперечно-полосатые. Оказалось, что у большинства медуз передвижение тоже обеспечивает поперечно-полосатые мышцы. У человека поперечно-полосатые мышцы крепятся к костям скелета и передают им усилия при сокращении, а у медуз мышцы крепятся к студенистому веществу зонтика. И если человек сгибает руку, то при расслаблении бицепса она разгибается из-за действия силы тяжести или из-за сокращения другой мышцы разгибателя. У медуз мышцы разгибателей зонтика нет. После расслабления мышц зонтик возвращается в исходное положение благодаря его упругости. Но для того, чтобы плавать, мало иметь мышцы. Нужны еще нервные клетки, отдающие мышцам приказ сокращаться. Часто считают, что нервная система медуз – простая нервная система из отдельных клеток, если она вообще есть. Но это неверно. У медуз есть сложные органы чувств, глаза и органы равновесия, и скопление нервных клеток, нервные узлы. Можно даже сказать, что у них есть мозг. Только он не похож на мозг большинства животных, который находится в голове. У медуз нет головы, и их мозг – это нервное кольцо с нервными узлами на краю зонтика. От этого кольца отходят отростки нервных клеток, отдающие команды мышцам. Среди клеток нервного кольца есть удивительные клетки – водители ритма. В них через определенные промежутки времени возникает электрический сигнал – нервный импульс, без всякого внешнего воздействия. Поэтому этот сигнал распространяется по кольцу, передается мышцам, и медуза сокращает зонтик. У человека похожие клетки есть в сердце. В некоторых отношениях нервная система медуз уникальна. У медуз есть 2 типа плавания – обычная и реакция бегства. При медленном плавании мышцы зонтика сокращаются слабо, и медуза при каждом сокращении продвигается на одну длину тела. При реакции бегства, например, если ущипнуть медузу за щупальца, мышцы сокращаются сильно и часто, и за каждое сокращение зонтика медуза продвигается вперед до 5 длин тела, и это за секунду. А человек, если его ущипнуть, в лучшем случае может сказать «ай» и слегка оторваться от дивана. И ни на какие 5 длин тела не удалиться, и возможно дальше будет подвержен опасностям. Оказывается, сигнал к мышцам передается в обоих случаях по одним и тем же крупным нервным отросткам и с разной скоростью. Такая способность передавать сигналы с разной скоростью пока не обнаружена ни у одного другого животного. А когда медуз никто не щипает,
засыпает, они свободно плавают в водной среде. Иногда медузы мигрируют в поисках пищи. Их переносят течением на большие расстояния. При этом двигаются медузы всегда в сторону, противоположную рту. Хотя плавать они могут в разных направлениях. Вверх, вниз, по горизонтали. Для чего, спросите вы? Да чтобы подкрепиться. Несмотря на безобидный внешний вид, медузы замечательные охотники. Эти удивительные животные являются самыми многочисленными хищниками нашей планеты. Питаются они в основном планктоном, мальками, мелкими рачками, рыбьей икрой. Более крупные экземпляры нередко отлавливают маленьких рыб и более мелких сородичей. Около ротового отверстия у медуз есть щупальца со стрекательными клетками, которыми они ловят свою добычу. Внутри каждой клетки находится маленький гарпун. В результате прикосновения или движения он выпрямляется и стреляет в добычу, впрыскивая в нее яд. И степень ядовитости этого токсина зависит от вида медузы. Эти же стрекательные клетки медуза использует для своей защиты, жаля потенциального противника. А наохотившись и если устала, то может и отдохнуть. В расслабленном состоянии медузы опускаются на дно и, можно сказать, дремлют. Многие знают, что более чем на 90% медуза состоит из воды, поэтому если ее достать из привычной среды обитания, она вскоре умрет, так как вся вода в ее теле испарится. Но если человека опустить в среду обитания медузы, он тоже долго не протянет, и его жизненный цикл закончится, в лучшем случае через несколько минут. И если говорить о выживаемости, если это можно сравнить хотя бы в своих средах, благоприятных для обитания, человек и медуза стоят далеко друг от друга. Можно с этим не согласиться, а возможно и наоборот. Скорее всего, проще познакомиться с медузой поближе и провести небольшие параллели. И начнем мы с развития. У человека, например, оно прямое. Прямое развитие, при котором животное всю свою жизнь, не считая эмбрионального развития, имеет более или менее одинаковый план строения, как, например, у млекопитающих. На самом деле, скорее исключение, чем правило. У большинства животных жизненный цикл устроен сложнее и включает стадии с различными планами строения и образами жизни. Всем известные примеры гусеница и бабочка, головастик и лягушка. Переход из одной стадии в другую, сопровождающийся радикальной перестройкой организма, называется метаморфозом. О генетической регуляции сложных жизненных циклов и метаморфозов и их эволюции известно не так уж и много. И более-менее детально изучен метаморфоз только у насекомых и позвоночных, и то далеко не у всех. А у нас медузы. Медузы, по крайней мере в виде, в котором мы их в основном встречаем, это только одна из фаз жизни медузы. И оказывается, они разнополые. Да, есть медузы-самочки и медузы-самцы. Кто-то скажет, значит они размножаются половым путем. Пока все верно. Когда вода становится теплее, медузы размножаются. В результате размножения образуются медузята или личинки, планулы. Личинка медузы слаба и мала в размерах. Ни яда, ни грозных стрекательных клеток, как у взрослых, у нее нет. Охотиться она пока не может, но ей это и не нужно. У нее совсем другие задачи. Планула обладает маленькими ресничками, известными как плавательные волоски, которые позволяют ей активно плавать в воде и распространяться по окружающей среде. В этой стадии медуза еще не имеет характерной колокольчатой формы и щупалец. Следующим этапом развития планулы является метаморфоз в полип. Планула прикрепляется к твердому подстилочному материалу, такому как скалы, кораллы или другие жесткие поверхности, и превращается в полип. Полип имеет цилиндрическую форму с присосками, которые позволяют ему прикрепляться. И задача полипа – активно питаться, используя свои щупальца, чтобы захватить добычу, которая включает планктон и других мелких организмов. И в такой стадии медуза, которая не похожа на медузу, может находиться довольно долго, возможно и несколько лет, а то и десятилетий. Все зависит от условий. А когда полип чувствует, что готов, наступает последний этап жизненного цикла медузы. И это размножение. Опять-таки да, только уже бесполое. Полип начинает размножаться путем деления. Характерно, что дочерние организмы формируются в верхней части полипа, словно наслаиваясь друг на друга. В конечном итоге такой полип напоминает стопочку тарелок, сложенных друг на друга. Самые верхние особи
постепенно отделяются от полипа и уплывают. Свободно плавающие особи медуз называются эфирами и фактически являются молодыми медузами, которые постепенно растут и созревают. Спустя некоторое время эфира превращается во взрослую особь, и все со временем повторяется. Жизненный цикл медузы представляет собой так называемый метагенез. Это одна из форм жизненного цикла, которая присуща некоторым животным. Суть метагенеза заключается в том, что бесполые поколения и поколения, размножающиеся половым путем, закономерно чередуются. Размножение некоторых видов медуз несколько отличается от этой схемы. Например, некоторые медузы стадии полипа вовсе не имеют. Детеныши появляются прямо из личинки. А некоторые медузы, можно сказать, рождаются, поскольку полипы образуются внутри медузы, не отделяясь от взрослых особей, без каких-либо промежуточных этапов. Но один из видов медуз наделал очень много шума. И неспроста. Среди ярких представителей гидромедуз медуза Turritopsis nitricula – единственное обнаруженное людьми существо, про которое ученые заявили, что оно бессмертно. Эти медузы биологически бессмертны, говорили они. Ну что ж, поговорим о мечте многих прямоходящих личностей. И так ли это? В источниках разговор идет о том, что медуза, достигнув зрелости, опускается на дно моря и трансформируется в полип, на котором образуется новое образование, из которых впоследствии возникают новые медузы. Процесс этот повторяется не один раз, а значит, возрождаются они постоянно. И погибнуть может лишь в том случае, если ее съест какой-нибудь хищник. Так-то оно так, но не совсем. Об этой медузе действительно знают ученые очень давно. В конце позапрошлого века итальянский ученый Фернандо Баэра случайно обнаружил, что в его аквариуме нет воды, с кем не бывает. Помимо не совсем живых рыбок, он обнаружил в высохшем аквариуме полипы. Это полипы нутрикулы, но без щупалец. После наполнения аквариума водой через некоторое время они ожили и стали развиваться. Затем от полипов начали отпочковываться крохотные особи этих медуз. Объясняли это тем, что под действием неблагоприятных факторов, угрожавших им гибелью, они из взрослых животных вернулись к детскому возрасту. Медузы отбросили ненужные щупальца, осели на дно и превратились в маленькие полипы, которым было легче перенести обезвоживание аквариума. По существу этот факт представлялся как возврат животного из старческого возраста в детскую стадию. И если этот цикл повторять бесконечно, то теоретически получается, что медузы Turritopsis nitricula способны жить вечно. Однако на самом деле при трансформации этой медузы происходит не регенерация, а формирование заново другого организма, полипа, такого же, из которого произошла эта медуза. И это уже другое дело. Одно можно утверждать точно, что медуза приспособилась выживать, и это выживание достигает просто каких-то фантастических высот. Она может размножаться как половым путем, так и вегетативным, а когда неблагоприятные условия, то и возродиться из пепла как феникс не проблема. Есть у медузы свои недостатки. Они очень хрупкие, их ткани легко повредить, но они могут частично восстанавливать свои щупальца и другие части тела. Медузы характеризуются высокой регенеративной способностью, но даже у медуз есть предел. Если вы самолично захотите разделить медузу и проверить, выживет ли она, лучше подумайте, когда вы в следующий раз полезете в море, друзья и родственники покойно вам могут жестоко отомстить. Да что там говорить, когда медуза находится в воде, то благодаря своей прозрачности она невидима, а если тебя не видно, значит ты в безопасности и охотиться намного проще. Прозрачность морских юбочек – это очень удобный камуфляж в открытых средах обитания, где нет места, чтобы скрыться от хищников. Но в природе также встречаются их самые необыкновенные яркие расцветки – желтые, синие, фиолетовые, сиреневые, оранжевые и красные. Некоторые медузы в темноте светятся холодным светом. Это называется люминесценцией. Разве это не уникально? Все просто. И по итогу, если тебя никто не увидел или волной случайно не выбросило на берег, живут медузы в своей форме купола от нескольких месяцев до 2 лет. И на планете Земля медузы занимают свою нишу. Они являются кормом для многих видов рыб. Причем морские обитатели употребляют в пищу медуз в разных ее стадиях. Рыбы поменьше, такие как анчоусы, едят планулы. Кто побольше, такие как тунцы, если не нашлось кальмара, тоже не прочь перекусить медузой. Любят медуз и
и ракообразные. Только глупый краб откажется от полуживой медузки, почившей на дне, тем самым являясь санитаром. Мальки некоторых рыб живут под зонтиками медузы, зная, что они в полной безопасности, а подрастая постепенно съедают ее. Некоторые медузы живут в симбиозе с водорослями, но больше всех медузы нравятся морским черепахам. Да, в теле медузы очень много воды, но остальное чистый белок, крайне важный для черепах. Это их главный источник энергии. Они экономно ее расходуют, и им хватает. Неужели медузы не жалят черепах? Еще как жалят, но черепаший клюв лишен чувствительности и поэтому не страдает. А во рту и в пищеварительном канале со временем вырабатывается устойчивость к яду медуз, который предпочитает черепаха. Поэтому черепаха и не мучается. Огромный вклад в жизнь океана черепахи вносят тем, что регулируют численность медуз. Но беда пришла, как всегда, с суши. Пластиковые пакеты, которыми завалены океаны, с точки зрения черепахи очень похожи на медуз, поэтому они их тоже едят и погибают от кишечной непроходимости. А скольких черепах убили из-за мяса и яиц? Да и сколько пляжей осталось для размножения черепах, не занятых отелями? А на суше прямоходящие бьют тревогу. Медузы заполонили океаны. И не зря бьют. Проблема роста их численности фиксируется относительно недавно, с начала 2000-х. Продвижение медуз по всему миру влечет за собой множество негативных последствий. У западного побережья Ирландии лососевые фермы теряют сотни тысяч рыб, укушенных тропическими медузами. Странно. Кроме того, электростанции Швеции, Израиля, США, Японии и других стран работают с перебоями. Огромное количество железообразных существ все чаще попадает в энергосистему. Один из филиппинских островов был полностью обесточен по этой причине. А в 2013-м из-за блокировки водозабора медузами была приостановлена работа шведской атомной электростанции. На данный момент в Японии медузы называют второй опасностью после землетрясений. И это, скорее всего, ненадолго, в негативном ключе. Здесь встречается гигантский представитель желеобразных – медуза намура, чей размер может достигать 2 метров, а вес 200 килограммов. В прошлом этих гигантов здесь видели каждые 30 лет, а в 21 веке каждый год, и количество их растет. Так почему же сейчас медузы оторвались? На самом деле проблема на поверхности, на которую принято закрывать глаза. Злоупотребление нашей цивилизации мусором, методы хищнической рыбной ловли, уничтожение черепах, уничтожавших в свою очередь медуз. И тогда станет понятно, что мы главные сообщники медуз, так сказать, коллаборационисты. Мы создаем питомники медуз индустриальными отходами и просто, который уже скопился в океанах в целые острова. Мы буквально засорили океаны всем тем, во что так влюблены полипы медуз. Умело используя искусственные объекты, прячась от хищников в мусоре и наслаждаясь потеплением океанов, медузы активно размножаются, вытесняют конкурентов и уверенно смотрят в будущее. А человеку тем временем приходится принимать последствия активного загрязнения океана и замусоривания мировых вод. И если нет рыбы, крабов, лобстеров, медуз некому есть. Они и размножаются. Человек выловил большую часть. Больше у медуз нет конкурентов. Баланс нарушен. Природа на протяжении тысячелетий выстраивала экологический баланс. И нарушение малейшей перемены в этом сложном уравнении приводит к необратимым последствиям. И ученые каждый день ищут, как предотвратить размножение медуз. В качестве одного оригинального способа сокращения численности медуз предлагается ввести в кухню блюда из медузы. Во многих странах Юго-Восточной Азии, главным образом в Китае, Японии и Корее, медуз традиционно используют в кулинарии очень давно. Их солят, сушат, применяют для приготовления суши, супов, пирожков, лапши. И с учетом ситуации люди как иногда близки к этому, и возможно их поддержат другие страны за неимением большего. Человек, у которого есть мозг, в отличие от медузы, еще до конца не понял, кого он выпустил из ящика Пандоры. А медузам все равно, у них же нет мозга. И многие, по-видимому, недооценивают, насколько страшный урон люди нанесли океанам и их обитателям. И, возможно, зашли слишком далеко и миновали черту невозвратности, не зная, где и когда началась эта необратимость. Возможно, это будут океаны без коралловых рифов, без могучих китов, без рыбы, без крабов, лобстеров и устриц. А медузы будут. В конце концов, у медузы было 500 миллиарда лет, чтобы усовершенствовать
усовершенствовать свои навыки выживания. А человек на самом деле может существовать только в определенных, можно сказать, тепличных условиях. В то время как эта древняя жизненная форма более вынослива. Они были одними из первых существ, свободно перемещающихся по планете Земля. Они пережили катастрофу, уничтожившую все живое на Земле. Они процветают в неблагоприятных условиях, от вод Антарктики до глубоководных безжизненных впадин. И какое бы будущее не было у человечества, они непременно выживут. Такие простые и в то же время такие сложные. Медузы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.